Приветствую всех подписчиков и гостей канала, кто смотрит это видео. Начинаем небольшую экскурсию по улицам. На этот раз дорога нас привела в город Мадана. Заезжаем в город Мадана со стороны Цесвайна, едем по улице Саулас. Проедем город вдоль до кольцевой развязки, где дорога ведет в Плявенес. Затем вернемся в центр. Доедем до объездной дороги и по ней объедем город и вернемся к кольцевой развязке дороги на Плявенес. На левой стороне здание дирекции безопасности дорожного движения. При въезде с этой стороны город нас встречает промышленными зданиями, складами. Мадана, город Видземе, административный центр Мадонского района. 24-й по величине город Латвии по численности населения. Доехали до кольцевой развязки и едем далее в центр города. Любуемся видом, я из окна машины, а вы на экранах своих устройств. И не забываем, что это 360-градусное видео, его можно крутить куда угодно по своему желанию. Название Мадана происходит от близлежащего озера Мадана или от названия поместья Биржу, от немецкого Мадохн или Модах. Поэтому в 1903 году станция и поселок, который начал формироваться возле узкоколейной железнодорожной линии Плявенес-Валка, были названы Маданой. Вдоль всей улицы расположены множественные жилые, одноэтажные и многоэтажные здания, а также много разного рода магазинов или, как модно называть, торговых центров, предлагающих великое множество разного рода товаров и услуг. На правой стороне по ходу движения здание почты, которое было построено в 1929 году. Далее на левой стороне здание Государственной пожарно-спасательной службы города Маданы. По правой стороне, после реновации в конце 2019 года в торжественной обстановке открыт Мадонский дом правосудия, в Google Maps здание не узнать. По левой стороне железнодорожная станция, далее торговый центр. Интересно, в Google Maps если смотреть с одной стороны улицы фото торгового центра, а если смотреть с другой стороны улицы, только фундамент и стены новостройки. Получается, Google машина в одном году проехала по одной стороне улицы, а обратно ехала через пару лет, когда торговый центр построен уже. Мадана впервые упоминается в письменных источниках в 1461 году. По правой стороне подъезжаем к городской автостанции. Далее начинаются жилые здания, поэтому еще немного истории. Мадана начала развиваться как населенный пункт только после 1900 года, когда первые деревянные и каменные здания были построены в окрестностях поместья Биржу и кабака Лейвера. Немалую роль сыграла ранее упомянутая в 1903 году через Мадану проложенная узкоколейная линия Плявенес-Валка. Мадане были предоставлены муниципальные права 1 июля 1921 года, а права города 7 июня 1926 года. С 1 апреля 1925 года Мадана была центром недавно созданного Мадонского района. В 1925 году в Мадане проживало 1357 человек. В 1959 году в Мадане проживало 5700 человек, а в 1967 году население достигло 7200 человек. Так мы доехали до кольцевой развязки. Далее едем по кольцу и заезжаем обратно в город, но уже по параллельной улице, которая идет вдоль железной дороги. Тут немного ускоримся и покатим обратно в центр. По данным Управления по делам гражданства и миграции,
В 2020 году здесь проживало 6893 человека. Мадана – одно из самых популярных мест для активного зимнего отдыха в Латвии, поэтому мы говорим, что Мадана – зимняя столица Латвии. Это обусловлено и холмистым рельефом, и естественной устойчивостью снежного покрова. Зимой снежный покров значительно толще, снег держится примерно на месяц дольше, чем в других местах Латвии. Так мы долетели до перекрестка в центре и сворачиваем направо, поедем в ускоренном темпе до следующей кольцевой развязки. Город расположен в холмистой местности. Через город проходит склон в северо-западном, юго-восточном направлении. Через город протекает несколько небольших речек и ручьев, по течению которых можно увидеть красивые овраги, овражек любви, овражек бракосочетания, овражек разводов. В овраге любви устроен парк. В искусственном водохранилище реки находится один из самых высоких фонтанов в Латвии. Направо сворачивает дорожка к стадиону. Жилые дома резко заканчиваются, наверное, из-за речушки, которая течет в довольно-таки ровной местности, во всяком случае так выглядит с дороги, предполагаю из-за паводков, а может и заболочено. Все держатся от речки подальше. Долетели мы до кольца, направо дорога идет на Прели, прямо в Оракляны и Резекне, а мы едем на объездную. По правой стороне у дороги, идущей в Оракляны, виднеется костел Мадонского лютеранского прихода. Это самая старая лютеранская церковь, действующая в Мадонском крае, и самое старое неперестроенное здание в городе. Она была построена с 1802 по 1805 год, освящена в 1806 году. Если посмотреть налево по ходу движения, то можно понять, что мы находимся на возвышенности, далее за храмом Пресвятой Троицы, построенным в 1866 году, будем опять спускаться вниз. Смотря налево, отчетливо видно, что мы на возвышенности. А город, во всяком случае часть его, находится ниже. Скатились с горы и подъезжаем к комплексу зданий Мадонской городской больницы. Едем не спеша дальше, вернее я еду не спеша, а мы у экранов ускоримся. Переезжаем железнодорожные пути и снова едем к кольцевой развязке, которую мы переезжали в самом начале. Здесь снова инфраструктура города оживает, по сторонам заправки разных брендов, далее по правой стороне большой торговый центр. В кольце направо дорога в Гулбане, оттуда мы заехали в город, налево к центру города. А мы едем прямо по объездной дороге. И снова виден длинный подъем в гору, и мы опять не спеша, любуясь видами, едем в гору. По правой стороне городские многоэтажки, слева окраина города, магазины, гаражные кооперативы. Вокруг Маданы ведет отличная освещенная окружная дорога, которую облюбовали пешеходы, велосипедисты, бегуны и любители скандинавской ходьбы. Так как рельеф города гористый, то при обходе города по окружной дороге с самых высоких ее точек открывается чудесный вид на город. Впереди с правой стороны заправка, за заправкой кольцевая развязка,
Направо уходит дорога в Цейсис, прямо Плявенес, а налево дорога в центр. Мы продолжаем ехать прямо по объездной дороге. По левой стороне, там где деревья, находится ранее упомянутый овраг бракосочетания. По левой стороне по ходу движения можно любоваться видом на город, хотя предполагаю, что прогуливаясь пешком можно было найти более красивые пейзажи, чем из окна автомобиля. По правой стороне виднеются дачные участки горожан, на которых можно что-то вырастить и пополнить запасы на зиму или просто куда приехать и отдохнуть от городской суеты. На перекрестке направо дорога ведет к Гайзинкаунс или просто Гайзинш, высочайший холм Латвии. Высота над уровнем моря 311 метров 94 сантиметра. Наша небольшая экскурсия по улицам города Мадане подошла к концу. Спасибо всем, кто смотрел до конца. Не судите строго, если где ошибся или что-то недосказал и где-то не проехал. Если будет желание что-то сказать или спросить, не стесняйтесь, пишите в комментариях, постараюсь всем ответить, и может именно ваш город, или даже не обязательно город, будет следующий на моем пути, куда я заеду. Всем еще раз спасибо и до новых встреч в эфире.